Привет, песеры! Честно говоря, я не хотел записывать это видео, но прошедший четверг стал апогеем всей той безвыходности, которая царит в комьюнити eFootball. Не, мне такое не нравится. Приветствую вас, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Реалистик PES. Вчерашний день, а именно четверг, день оперативного обновления, как мне кажется, стал апогеем всей той безвыходности, которая царит в преддверии глобального апрельского обновления. Ибо вместо того, чтобы обсуждать контент, который появился в игре, со стороны разработчиков, вместо того, чтобы добавить действительно что-то стоящее, все обсуждали один большой, так называемый французский псиоп имени Тьерри Анри. Да, слухи про появление француза продолжаются, и очередной раз они, к сожалению, не оправдались. Зато сколько было надежд. Ведь пока отдельно взятые ценители качественного контента вопрошают, доколе наши контент-мейкеры будут выпускать пак-опенинги и прочий китайский нейрослоп, люди сами себе придумали контент на основании постов от тайского аккаунта по eFootball. И как я говорил ранее, я не хотел записывать это видео, но в то же время ситуация получилась достаточно наглядной, и я считаю своим долгом пролить немного воды касаемо всего произошедшего. О том, как этот псиоп залетел, как люди в него верили и к чему в конце концов все это привело. Легендарные, сильные и просто крутые футболисты продолжают появляться в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Как я и говорил в одном из предыдущих роликов, который и был посвящен Анри, он один из тех футболистов eFootball, чье появление ожидают с особым трепетом. Поэтому всякий раз, когда появляются слухи, связанные с Анри, люди надеются, что это окажется правдой, и вот уже совсем скоро француз действительно окажется в eFootball. И последние несколько недель не оказались исключением, потому что именно последние несколько недель слухи касаемо Анри стали фигурироваться с какой-то особенной силой. Дело в том, что тайский аккаунт, который посвящен киберспортивным турнирам по eFootball и который, судя по всему, сотрудничает с Konami, начал потихоньку прогревать аудиторию некоторыми намеками на новую легенду в игре. Изначально заявлялось о том, что в игре планируется новый футболист, но без каких-либо подробностей, ограничиваясь лишь одной подсказкой в виде бегающего смайлика. Якобы футболист должен быть скоростным, бегущим, ну и скорее всего это нападающий. За несколько дней до вчерашнего оперативного обновления этот же аккаунт снова вышел на связь. Ты опять выходишь на связь, мудила? Сколько раз тебе, блядь, сколько раз тебе говорить, долбоебина-то великовозрастная, блядь. И в свою очередь заявил, что планируемая легенда должна быть от той команды, которая в прошлом сезоне заняла второе место в английской премьер-лиге. А как вы все наверняка понимаете, это лондонский Арсенал. А кого мы ждем от Арсенала? Конечно же, Тьерри Анри. И вот тут у некоторых может возникнуть вопрос, а почему вообще некоторые доверяют этому тайскому аккаунту? Откуда у него взялся такой кредит доверия? И на самом деле вопрос действительно справедливый, ибо, казалось бы, какое отношение тайский аккаунт по киберспортивным турнирам по eFootball имеет к Konami и к сведениям о будущем контенте. Но дело в том, что еще осенью этот аккаунт предсказал появление Рио Фердинанда в eFootball. По-моему, также была речь о том, что этот же аккаунт предвосхитил появление Румениги в игре. Но в таком случае я могу сказать, что сделал то же самое, и за неделю до появления Румениги в игре я всячески пытался намекать людям об этом. И когда можно в любой момент отказаться от того или иного пака и сохранить монетки для какого-нибудь эпического Румениги.
Но как минимум случая с Фердинандом оказалось достаточно, чтобы игроки начали доверять этому аккаунту и всему тому, что он рассказывает и пытается там намекать. Ну и стоит ли говорить, что в прошедший четверг мы Анри так и не увидели. Вместо этого Konami выкатили одно из самых худших оперативных обновлений, наверное, за весь календарный 26-й год. Ибо выкатили два набора команды недели, которые, как и всегда, особого интереса не представляют, и выкатили два шоутаймовских набора с игроками японской лиги и турчаги. Вот, по сути, и все. Но, чуваки, какой же хайп был по возможному появлению Анри в игре. Буквально последние несколько дней все только и говорили об этом. И как мне кажется, что ситуация настолько абсурдная, что игроки последние несколько дней до оперативного обновления, после оперативного обновления обсуждали и продолжают обсуждать появление Анри просто на основании каких-то постов от тайского аккаунта по eFootball. И последнее обновление получилось настолько невзрачным, что игроки все еще продолжают обсуждать Анри, только уже в контексте того, что мы его, блять, не дождались. Как же так? Нас развели, это был очередной псиоп. И мне вдвойне забавно, учитывая, что когда мы обсуждаем какие-то слухи, новости от Ренана Гальвани, многие относятся ко всему этому со скепсисом, потому что Гальвани бывает попадает, бывает не попадает. Но в то же время немалое количество игроков просто вслепую доверяли какому-то тайскому аккаунту, который единожды умудрился попасть в точку с Рио Фердинандом, и этого, судя по всему, оказалось достаточно. Я же изначально во все это не верил, мне казалось это маловероятным, ибо, принимая во внимание всю величину личности Тьерри Анри, я просто не мог поверить, что Konami не сделают какой-либо анонс за сутки до его появления, ибо для Пеле и Ибрагимовича они нечто подобное выкатывали. И все же Анри это не тот игрок, чей анонс стоило бы выкатывать за несколько часов до окончания оперативного обновления, как это было с Пато, с Тевисом, с Десаи и остальными ребятами. Все-таки, как мне кажется, Анри заслуживает анонса позаметнее и как минимум за сутки до своего появления. Но перед последним четвергом ничего подобного не было. Поэтому мораль этого ролика простая. Не верьте всему тому, что пишут в интернете, даже если источник информации вызывает некоторое доверие, и даже если у него имеются какие-то заслуги, всегда пропускайте информацию через призму сомнения и доли скепсиса. И в таком случае вы будете ко всему готовы и будете спокойно переживать, когда новости не оправдались и оказались очередным псиопом.